Украина готовится к операциям за границей. США и Россия торгуются за Черное море, а Путину прощают геноцид. Он больше не преступник. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Киев отдаст территории. Новое заявление администрации Трампа. Законы военного времени в США. Белый дом проигнорировал решение суда. В войну с хуситами вмешивается Иран. До каких масштабов может дорасти война в Красном море? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Разговор Трампа с Путиным, который в Белом доме анонсировали на 18 марта, подтвердили с обеих сторон. Дональд Трамп признался даже, о чем именно будет говорить с Путиным. Я думаю, мы будем говорить о земле. Это очень много земли. Она сильно отличается от той, что была до войны, как вы знаете. И мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях. Это большой вопрос, но я думаю, что многие из них обсуждаются обеими сторонами. Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов. Да, и они работают над этим. Правда, если в США говорят прямо, то в Кремле, как всегда, витиевато. Даже когда скрывать уже нечего, усы Путина стараются играть в дипломатию. Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержательному. Украину будут пробовать заставить отдать России черноморские порты. Спецпосланник президента США, который так спешно вернулся из Москвы, сделал несколько заявлений. В частности, теперь становится ясно, что американцы и россияне тайно обсуждают, кому и как будет открыт доступ к портам в Черном море. По словам спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткофа, переговоры касаются не только прекращения огня в Украине, но и судьбы Запорожской атомной электростанции, одного из самых взрывоопасных объектов в регионе. Есть регионы, в которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть атомная станция, которая поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться. Есть вопрос о доступе к портам, потенциальная договоренность о Черном море. США покидают группу, расследующую военное преступление России в войне против Украины. Об этом Штаты уже уведомили Европу, пишет «Нью-Йорк Таймс». Эта группа была создана для привлечения к ответственности не только Кремля, но и его союзников – Беларуси, Северной Кореи и Ирана. Ее цель – расследовать преступления против суверенитета других государств, которые нельзя оправдать самообороной. Американская поддержка была критически важна для этой инициативы, и ее уход может ослабить давление на Москву. Официальных объяснений от США пока нет, но выглядит так, будто Вашингтон пересматривает свою стратегию в целом. Вопрос только в том, что теперь будет с международным расследованием и останутся ли Европа и Украина в этой борьбе в одиночку. А как думаете вы, к чему это может привести? Почувствует ли Россия, Кремль в себе силы и совершать новые преступления? Пишите в комментарии под этим видео свои мысли, это очень важно. Администрация Трампа устроила настоящий политический скандал. Несмотря на запрет суда, власти США депортировали предполагаемых членов венесуэльской банды. И не просто так, а опираясь на древний закон 1798 года, который применяли только во время войны. Судья требовал вернуть самолет с депортированными, но Белый дом сделал вид, что ничего не слышит. Судья выпустил срочное постановление остановить выдворение и развернуть рейс обратно в США, но самолет либо уже улетел, либо его просто не собирались останавливать. В Белом доме оправдываются. Пресс-секретарь Каролин Ливит заявила, что указ суда поступил уже после того, как террористы покинули США. Но источники Reuters сообщают, что высокопоставленные чиновники собрались еще вечером накануне и решили игнорировать суд и делать все по-своему.
В Белом доме использовали закон о враждебных иностранцах, документ XVIII века, который позволяет депортировать граждан вражеских стран во время войны. В последний раз его применяли аж во Вторую мировую. Белый дом заявил, что венесуэльская группировка Трен де Арагуа ведет против США нерегулярную войну и действует по приказу режима Николаса Мадуро. Зеленский дал зеленый свет ВСУ за границей. Украина готовится к новым операциям. Сенсационное решение в Киеве. Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет президенту направлять подразделения сил обороны или вооруженных сил Украины за пределы страны даже в условиях военного положения. Теперь украинские военные могут официально участвовать в операциях за границей, и это может изменить ход войны. Теперь украинская армия может действовать не только на своей территории, но и, к примеру, сдерживать вооруженную агрессию, то есть отвечать на угрозы до того, как враг перейдет границу, защищать территориальную целостность Украины, а это намек на возможные удары по тыловым объектам противника, и реализовать право на самооборону по уставу ООН, международное обоснование для военных операций. Этот закон может означать расширение военных операций Киева, в том числе активные удары по территории РФ или более глубокую интеграцию с союзниками. Пока остается главный вопрос: где и как впервые ВСУ применят это новое право. И давайте вспомним предложение Владимира Зеленского заместить американские войска в Европе украинскими. Вдруг это первый шаг? Интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Война Трампа с хуситами продолжается. Вашингтон снова нанес массированные удары по группировке в Йемене после их атак на корабли ВМС США в Красном море. Первыми ударами уничтожены базы и объекты хуситов, там погибли не менее 31 человека. США прямо обвинили во всем происходящем Иран и требуют немедленно прекратить поддержку группировки. Приказ лично отдал Дональд Трамп, заявив, что терпеть угрозу международному судоходству больше нельзя. Цитирую его: «Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы». Конец цитаты. Тегеран уже ответил. Глава корпуса стражи исламской революции Хоссейн Салами заявил, что Иран не оставит действия США без ответа и предупредил о разрушительных последствиях. Этот удар в Йемене говорит об их способности Хути наносить удары по мировому судоходству и атаковать ВМС США, а также об их готовности делать это. 174 раза против ВМС США, 145 против мирового судоходства. Вот в чем смысл этого удара. Причина, по которой президент упомянул Иран, заключается в том, что иранцы поддерживали Хути. Они предоставляли им разведданные, они давали им указания, они поставляли им оружие. Операция против хуситов может продолжаться неделями, а США параллельно с ударами ужесточают экономическое давление на Иран. Приговор для Михаила Саакашвили, срок только увеличивается. Суд в Тбилиси приговорил президента Грузии к 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Он не присутствовал на заседании, но вряд ли это изменило бы вердикт. 2,5 года назад Саакашвили тайно вернулся в Грузию после 8-летнего, фактически изгнания. Его задержали сразу после прибытия, обвинив в том, что он пересек границу незаконно. По версии следствия, он прибыл на судне из Украины, спрятавшись в фуре, которая покинула порт с грузом. Это не единственный приговор. На прошлой неделе ему дали 9 лет за растрату бюджета. Ранее он получил 6 лет за превышение полномочий. В сумме бывший президент Грузии уже получил почти 20 лет заключения, а расследование продолжается. Осталось еще несколько дел против Саакашвили. Скоро даже думать в России про Навального будет уголовно наказуемо. Пока только фото Алексея Навального – это экстремистская символика. Так решил суд в Мурманске. Аргумент стал основанием для ареста фотографа Нурлана Султанова, который разместил изображение политика в интернет. Скандальное решение вынесла судья Елена Шиловская, ссылаясь на вердикт по другому делу Марии Виктории Нагорных, которая ранее показала фото Навального с надписью «Бессмертен». Суд постановил, раз ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями, то сам портрет тоже экстремизм. Среди аргументов мнение профессора Андрея Виноградова, который заявил, что изображение Навального якобы является атрибутом экстремистской организации. Причем его слова судьи просто скопировали в дело Султанова.
Навального, но уже без указания источника. Юристы предупреждают, такие судебные решения превращаются в опасный инструмент. Фактически любой, кто просто покажет фото Навального, теперь может оказаться под арестом. Вот раньше подкидывали наркотики в карман, а теперь достаточно фотку в сообщение скинуть. Не прячьте доллары в подушках. Работник фирмы по чистке подушек наткнулся на сверток с долларами и евро внутри одной из них. Клиентка, заказавшая чистку, была в шоке, о деньгах она ничего не знала. Выяснилось, что сокровища принадлежали ее бабушке, которая молчала о спрятанных сбережениях. Работник честно отдал находку, владелец компании признался, что за 17 лет работы с таким сталкивается впервые. Ничего себе. Кажется, тут несколько тысяч долларов, евро. Обалдеть. Кто знает, сколько еще таких подушек безопасности спрятано в белорусских квартирах. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.